Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье. Но вначале интересная тема по болтушке, которая появилась благодаря Олегу Бритве. За что ему спасибо, конечно. Дело в том, что если бы не он, вот это бы видео сейчас не состоялось. Я время от времени просматриваю те каналы, которые мне нравятся. Ну, это, конечно же, Константин в Сочи. Это Вячеслав, он частенько выкладывает свои новые изделия. Обязательно Одесса. Без Одессы вообще никак, как что-то новенькое выходит. Я там лайкосом-то поучаствую, комментарий не всегда удается оставить. Ну и в последнее время пристрастился еще к Андрею Левченко. Почему? У него очень, с моей точки зрения, богатый опыт. И во-вторых, мне очень нравится, как он показывает опасные бритвы. Он такие ракурсы выбирает, освещение. Ну понятно, что он все-таки на балконе это делает, там освещение ого какое. И вот по кайфу. Смотришь на все те произведения искусства, которые он показывает, и, блин, ну душа радуется. Так вот, не исключение и Олег. К сожалению, он не так часто стал в последнее время выпускать видео, но вот одно из них все-таки вышло, я его посмотрел, и то, что я увидел, я просто обалдел. Объясню. Я не святой, я не гуру, я точно такой же, как и вы все. Я это повторяю и буду повторять. Крокодил и буду крокодить. Просто у меня есть возможность показывать то, что есть, и я просто, в принципе-то, даю вам информацию. Да, повторюсь, не святой, да, иногда лажаю, да, иногда что-то путаю, не договариваю, переворачиваю и вообще делаю через жопу. Ну вот видите, не дала чашка соврать. Но у меня есть вы. Вы это не пропускаете. Вы это видите, вы об этом говорите. И, как правильно сказали умные люди, дурак не тот, кто ошибается, а дурак тот, кто не учится. То есть, если ты ошибся, ну не бойся исправить свою ошибку. Это же нормально. Это как минимум не стыдно, а как максимум это говорит о том, что у тебя происходит какой-то прогресс. То есть, то, что тебе интересно, и ты на самом деле хочешь, чтобы было правильно. А когда я попал на канал Олега и просмотрел то видео, которое вы сейчас в этом ролике увидите, я, честно сказать, подобалдел. Это знаете, на что похоже? Это похоже, что я вот бреюсь, а потом хлобысь решил записать видео о бороде и что-нибудь толковое бородачам присоветовать. Ни для кого из нас не секрет, что те люди, которые в бритье, частенько на зиму отпускают бороду, ну, то есть утепляются. Это Игорь Канада уже отпустил, дальнобойщик, о котором я вам рассказывал. Это вот Николай, пожалуйста, посмотрите, наше молодое подрастающее поколение тоже отпустил бороду. Вы его знаете как Николаса. Ну и в том видео я увидел с бородой и Олега Бритву. Кстати, борода ему тоже идет. И потом только я понял, а какого его занесло в принципе на бритвенный канал, который только о бороде. Я так вскользь пробежал по этому каналу, по видео, ну там вот это лимиксин или как он там называется, там неправильно канал назвали, там в каждом видео это слово. То есть я понял так, что вот без этой химии борода не вырастет нифига. То есть в каждом видео в названии это слово есть. Так вот об этом канал. И тут человеку поступило предложение зарекламировать какой-то бритвенный сайт. Опасные бритвы. А он бородач. А ему поступило предложение. Но чувак не растерялся. Не знаю, кто был его консультантом, не знаю, где он брал информацию, но он все-таки записал это видео. С моей точки зрения, чисто поржать. Я не готов его в чем-то обвинять, там, несостоятельности, там, незнании сути вопроса. Да, на самом деле это так. Но он с такой уверенностью, как о бороде, впрочем, обо всем этом рассказывал. Вот это меня напугало, потому что новичок, зайдя на этот канал, он поймет, что острота опасной бритвы вполне себе очень сильно зависит от выборки. То есть, чем больше выборка, там, вплоть до 1/2, тем острее бритва. Что по-морски нужно купать в кипятке. И много тому подобного интересного. Ребята, я, честно сказать, подофигел. Я не буду сейчас делать разбор полетов и выставлять какие-то свои замечания, потому что с моей точки зрения Олег справился более чем зачетно. Он вообще в своем видео, которое вы сейчас увидите, вот как я думаю, он более чем достойно ко всей этой ситуации отнесся, потому что его не бомбило так, как бомбило меня. Он спокойно обо всем этом разговаривал. Плюс
с чувством юмора. Ну, и у меня это тоже иногда бывает, но у него больше почему-то получилось. Плюс, когда дошел разбор по опасным бритвам, в коих он, несомненно, разбирается, он не обсирался подряд. Вот если бы он это сделал, это было бы некрасиво. А он на самом деле, то Г, которое там есть, он сказал об этом, но он не забыл сказать и о том хорошем, что там есть. То есть вот это еще одна вещь, которая меня зацепила в этом видео, и я хочу, чтобы вы сами посмотрели. И последнее, что меня зацепило, это не стремление Олега к срачу. Он специально не стал выставлять ссылку под своим видео на то видео, но в самом видео он оставил Валентинку. Все, кто хочет, он сможет найти это видео и посмотреть. Я нашел. Я думаю, кто хочет из вас, найдете и вы. Это вот, знаете, вот это вот, скажем так, спокойное отношение, ну так, в меру спокойное, ну, добавила, скажем так, еще одного такого, знаете, белого камешка в его кувшин, чтобы вот это вот видео показал. Для чего же я это делаю? Ребята, не для хайпа. Те новички, которые из вас есть, если вы захотите, вы найдете это видео. Вам нужно сделать две вещи. Первое – это посмотреть видео Олега, и второе – это посмотреть то видео. И тогда вы поймете, что правильно, а что неправильно. Вот только для этого я выпускаю это видео. Несомненно, видео Олега было бы достаточно, как многие из вас посмотрели, вот так вот могли бы подумать. Но не забывайте, что у Олега 2000 подписчиков, что для меня странно, потому что канал-то уже под 40 лет. А у нас подписчиков маленечко побольше. То есть, по сути, он говорит песочницы, а я с пятиэтажки. Так, с пятиэтажки дальше слышно, вы все знаете. Поэтому вот это я вам сейчас и предлагаю посмотреть. Ну, кто посмеется, кого побомбит, как меня. Я уже успокоился маленько. Ну, вот, пожалуй, что и все. Так что смотрите видео Олега. Ссылка на оригинал будет в описании под этим видео. Ну и всем вам добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И не всегда то золото, что блестит. И не всегда то, что говорят с экрана уверенным, бодрым, бородатым голосом, есть правда. Особенно, если борода рассказывает об опасной бритве. Ну, к коллегу, естественно, это отношение не имеет, потому что я думаю, что весной он ее все равно порежет. Это на зиму, на зиму. Ну все, хлопцы, идите смотрите, а я пошел бриться. У нас наборчик будет. Догоняйте. Конкретно я вам сейчас вещи покажу, прям покажу, и, в общем, вы все поймете. Я не эксперт, сразу скажу, именно в бритье. То, что это очень плохо, ну там много нюансов, может быть, я вам сейчас не буду назвать, просто это плохо и все. В общем, как бы... Сегодня будем разбираться. Итак, всем привет. И вот сегодня будем разбираться. Сейчас мы узнаем, с чем мы будем разбираться. Очень тонкий вопрос, интересный сайт по продаже качественных бритв. Итак, смотрим. Что же такое опасная бритва? На что обратить внимание при выборе опасной бритвы? Что нам может пригодиться при использовании опасной бритвы? И еще некоторые нюансы. Там много нюансов было, то есть которых я не рассказал, не зацепил. Ну, человек, видимо, набрался всего везде по чуть-чуть, и у него есть огромный интерес рассказать нам, что же он там такого интересного для нас узнал. Вид поперечного сечения определяется радиусной выточкой. Чем она глубже, тем острее лезвие. Это уникально. Чем радиусная выточка больше, тем острее лезвие. То бишь мной заточенный топор совершенно с никакой радиусной выточкой, который бреет так же, как опасная бритва, то есть он тупой, по сути. А если бритва имеет обалденного размера вогнутость, значит, эта бритва очень сильно острая. Логика вообще сумасшедшая. Ну ладно, смотрим дальше. Опасные бритвы, по сути, не точат. Их только правят на ремнях из жесткой кожи. Так как хорошая бритва заточена на заводе, и если она сделана из нормальной стали, то правя ее с помощью ремня, ее хватит надолго. Хорошо иногда просто не пиздеть. Да, особенно когда ты не знаешь то, о чем ты говоришь. То есть ремень из твердой кожи, из жесткой кожи. Значит, править ее можно спокойно совершенно на этом ремне, и она не будет требовать никакой заточки. Железная логика человека, который вообще не разбирается в этом вопросе. Если вы будете точить бритву камнем, то рискуете
повредить режущую кромку. И не говори. Для меня вообще это была новость. А чем точить тогда надо? Топором? И чем? Я не очень понимаю этого. Может быть, я какой-то бестолковый. Я точу на камнях. Я постоянно рискую испортить кромку. Ширину лезвия принято указывать в восьмых долях дюйма. Она бывает различной. 1/8, 6/8 и 8/8. Сам дюйм делится на 8 частей. Ну, разные дюймы бывают, и по-разному там они структурируются. Не буду рассказывать, где и какой, но в данном случае бритва измеряется в дюймах именно. Дюйм делится на 8 частей. Сам дюйм. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 и так далее. Можно быть 9/8, 10/8 там, и так далее. Суть не в этом вопроса. Суть вопроса в том, что человек, не понимая опять, о чем он говорит, он спокойно до нас это доносит. И люди смотрят, люди слушают, люди ставят лайки. Люди входят спокойно в заблуждение, так же, как это делали они с роликами, которые снимал Вартан Болотов. Поехали дальше. Модель из углеродистой стали. Этот металл мягче нержавейки, что позволяет новичку быстрее освоить технику бритья. Такие опаски наиболее популярны и удобны в применении. Наиболее популярны и удобны в применении, потому что нержавеющая сталь в опасных бритвах появилась не так давно, и она в основном очень мягкая. Если, точнее, твердость стали в данном случае не зависит, он путает немножко с кастрюлями и сковородами, которые, наверное, у него дома есть. Скорее всего, так. И с стальными крышками, с остальными там, с нержавеющими ножами там, и так далее. Нет, здесь совершенно другая система. И, допустим, Ханс Вильгельм Беккер, покойный, делал бритвы из нержавеющей стали очень мягкие. Очередной, так сказать, очередная надсмешка над нами. Ну ладно, поехали дальше. Лезвие шириной 5/8 или 6/8. Узким или широким лезвием без наличия навыков и опыта бриться сложно, а широкие опаски имеют солидный вес, поэтому могут вызвать дискомфорт и усталость в руке. Ты сам понял, что сказал? Вот именно что. Ты сам-то понял, что ты сказал? То бишь 4/8 это бритва у нас узкая, 6/8 это широкая. И чтобы им бриться, нужно какой-то необходимо иметь какой-то своеобразный навык, да? Причем угол, который мы держим этими бритвами, он достаточно специфичный. Он не одинаковый по всему, так сказать, диапазону всех бритв. От 1/8, грубо говоря, там, до 9/8. Оказывается, он еще и к тому же и разный. То есть это говорит человек, который нас учит с очередного такого вот супер обучающего ролика. Бритвы с лезвиями шириной 4/8 дюйма применяют мастера для бритья под носом и выравнивания контуров усов. Модели с широким лезвием наиболее острые. Заебись. Четко. Модели с полностью загнутым лезвием. Они стоят дороже, зато отличаются высокой гибкостью, твердостью и удобством применения. Меня учат все в этой жизни. Но я тут понимаю, что он имеет в виду, скорее всего, загнутое лезвие, это может быть в виде улыбки, то есть в чем их удобство, там, в чем их особенность и так далее, я что-то пока не знаю. В принципе, я им не брился, ничего не могу сказать. Но я подозреваю, что ничего там такого сверх необычного, может быть, и нет. Может быть, как раз вот им удобнее получать так, секательный рез, вот, о котором говорит Вартан Болотов. Там, я не берусь за это, не ручаюсь за это ничего отвечать и говорить. Но явно человек понимает меньше, чем я. Бритвы с квадратной головкой, но они подходят лучше для корректировки усов и обработки труднодоступных областей, височных зон, мест за ушными раковинами и так далее. Но это уже для профессионалов. Объясните мне, пожалуйста, бестолково, что такое место за ушными раковинами и как можно бритвой с прямой головкой там побрить. Также нам понадобится помазок и чашка для взбивания пены. В первую очередь нам нужно распарить лицо. Теплая как пошла где-то, ну 40-50 градусов. Да, первое, значит, нам нужен помазок, нужна чашка и нужно распарить лицо. По поводу лица.
По поводу тут двух моментов сразу оговорюсь. Значит, первый момент — это то, что надо лицо распаривать, да? Это очень большое заблуждение насчет этого. Так, сейчас, секунду. Восприятие воды, восприятие горячей воды человеком. Значит, человек, когда человек подставляет руку под воду, его реакция трехступенчатая. Регистрация чувства, решение, является ли это ощущение приятным или болезненным, и повреждение ткани, если температура слишком высокая, и время контакта при такой температуре слишком длительное. Значит, я пропускаю, тут я прочитал это все уже, это может быть не так интересно, значит, вот. И вот мы смотрим, да, 40-50 градусов температура. Значит, максимальная температура нормального восприятия горячей воды у нас где-то в районе 43 градусов. Среди опрошенных принимающих душ семеро предпочли мыться при температуре немного выше 40 градусов. Поверьте мне, температура, которая является выше температуры человеческого тела, она воспринимается человеком уже как горячая. Это проверено. Результаты эксперимента по восприятию очень горячей воды оказались чрезвычайно сходными. Представлены результаты. Значит, горячая вода начинается для человека с 25, так, здесь как-то размыто немножко. Сейчас. Ну, в общем, выше чем 40 градусов, в районе ближе к 45 вода уже человек воспринимает как горячую. И ближе к 50 градусам это просто уже практически неприемлемо для нормального использования. Но это касаемо нашего известного знаменитого блогера, ютубера. Вот. Немножко я ему так вот Вот. Ладно. В течение 5 минут горячей водой, либо после душа, либо же можно приложить горячее полотенце, чтобы раскрыть поры и смягчить тем самым щетину. Разогреваем лицо компрессами, полотенцами и так далее, для того, чтобы что? Раскрыть поры? Мы что, косметологи какие? Мы хотим бриться. Нам нужно смягчить волос. Смягченный волос гораздо легче сбривается. Смягченный ноготь гораздо легче стрижется. Отрезается, я не знаю, как правильно сказать. Вопрос не в этом просто. Зачем нам раскрывать поры для того, чтобы побрить волосы? Замечательная вообще, просто замечательная идея. Далее нужно подготовить помазок. Как правило, даже средние недорогие помазки, они делаются из щетины, например, кабана, это самое доступное. В чашу, в керамическую чашу, либо в стакан, Ведро воды и хуй туды, охапку дров и плов готов. Важная вещь, конечно, засунуть помазок в стакан и там немножко поболтать. Это, по-моему, вообще классно. Кому понравилось, ставьте лайк. Просто красиво, да, типа чаша, все дела. Наливаем кипяток и на 1-2 минуты туда кладем помазок. Это делается для того, чтобы ворс стал мягким. После чего помазок мы достаем резким движением, стряхиваем воду, стряхиваем прям, чтобы не... Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Вот, ну тут особо комментировать нечего. Человек пытается просто шутить, прям стряхиваем. Смешно, да, согласен. Безумно смешно. Намыливаем помазок. Как следует намыливаем помазок, чтобы он прям стал мыльным. Либо же, если мы используем не мыло, можно взять крем, положить его, выдавить его в чашу и взбить помазком до образования густой пены. После чего пену, после мыла, после крема круговыми движениями мы наносим по всей области. По всей области выслеживают браконьеров. Очень важный такой момент. Значит, то, что
мы взбиваем пену. Ну, можно не взбивать пену. Ваше, кажется, личное дело. То есть с приборами я знаком, я как бы знаю, видел, но я не особый эксперт. На шейку, под шейку кладется большой палец, остальные 3 кладутся сверху, и под язычок кладется мизинец. Вот эти 2 пальца надо под язык поставить и... Мне кажется, что это взято с моих роликов, потому что так держу бритву именно я. А вообще правильный хват опасной бритвы, как раз он немножко не такой. Сейчас, секунду. Именно тот хват, который по книгам. Вот. 3 пальца здесь, 1 здесь. Вот это вот я как замок использую, придуман мной, очень удобно. В книжках этого нигде не показано. И показано именно 3 пальца здесь, 1 здесь. Да. Правильный хват. Еще. Вот он, правильный хват. 3 пальца с одной стороны и 1 палец с другой. Так. Бритва должна быть удобная, должна быть легкая. Кто сказал, что в жизни должно быть легко? Никто не говорил, что должно быть легко. Почему бритва должна быть легкая? Бритва должна быть удобная, согласен. А легкая или тяжелая бритва, это каждый выбирает для себя сам. Ничего ему хуже не будет. Для меня вообще загадка, что столько мудаков смотрят мои видео. Для меня тоже большая загадка, на самом деле. Почему столько мудаков смотрят видео Вартана Болотова, который уже вынес мозг половине интернета, неся всякую ботву. Угол специальный подбирать в принципе не нужно, потому что вот эта выточка, она позволяет нам положить бритву на кожу и с секающими движениями начать привать. То есть не обязательно прям пилить. Можно вести вот так, либо там вот так. Кладется только на плоскость. Мы не делаем никаких углов. Если мы сделаем угол и будем вот так вот сбривать, во-первых, мы получим раздражение и вросший волос. Вот этот угол и есть угол атаки. Брейся секательными движениями, особенно бритвой Голдоллар брейся. Это твое право, твое дело. Вот. Школу Вартана сразу видно, человек вот проникшийся, снял ролик, рассказал нам, как правильно. Молодец еще. Что значит и надо. Вартановские способы, они самые лучшие. Брейтесь по Вартану, и вам будет счастье. Ну, с дуру можно и половой член сломать, конечно, а не только порезаться секательными движениями. То есть, если верхнюю границу щек еще перед зеркалом я, например, могу бритвой сделать, то, соответственно, целиком побриться я не могу. Ну, нельзя же быть таким мудаками, глядя на мои видеоролики, сразу морду лица себе брить. Ну, ребят, где у вас мозги-то? А на его ролики смотреть и надо что брить сразу? Как он бреет ноги и руки? Или что? Зачем опасная бритва? Мы покупаем ее, что, брить мудя или что? Ну а далее, я так думаю, что для того, чтобы завершить вот это начинание, мы пойдем в какой-нибудь барбершоп и попросим реально какого-нибудь нормального мастера, чтобы он подровнял, побрил мне шею именно опасной бритвой. Да, разводишь ты, конечно, реально. Тебе, наверное, все равно, с кем тереть-то. Ну, вот, похоже, ему все равно с кем тереть. Человек, который не умеет бриться, который рассказал полную лабудинь, ну, там, с элементами каких-то заученных там вопросов в своем видео, рассказывает в конце ролика, что он пойдет бриться к барберу. Это весьма интересно и занятно. Это удивительно просто. Человек снял нам видео. Значит, по сайту, который... Замечательный сайт у него есть. Вот замечательный сайт этого мужественного джентльмена, который нам показал замечательное видео
Вот качественные, опасные бритвы тут. Нажимаем тут. И получаем, что качественные, опасные бритвы. Опасная бритва Мизука. Опасная бритва Мизука. 948 рублей. Замечательная, пакистанская, качественная, опасная бритва. Причем, что самое интересное, написано, что это Мизука. Но даже тут косяк. А на ручке написано, что это фирма Мецгер. Хорошо, едем дальше. Дальше, как говорится, больше. Замечательнейшие все-таки бритвы. Опять-таки Мецгер. Высочайший класс. Сумасшедшие пины, болты, гайки. В общем, все это безобразие стоит 3582 рубля. По сути, цена вот этой вот бритвы, которая 3582 рубля, 358 рублей, запятая, 2 копейки. Это максимальная цена, ну 20 копеек. И так далее, и там под. Вот это вот лабудень за 8000 рублей, вот это вот лабудень с большой буквы, с какими-то вставками замечательными, со всякими штуками, с вырезами, с напилами, стоит 8000 рублей. Из дамасской стали. Цена ее максимальная при использовании как игрушки. Отбрасываем смело вот шестерочку и 800 рублей. Эта игрушка, ее реальная цена. Далее. Это же все качественно у нас. Ну, этот хлам, который, кстати говоря, я не указал в прошлом ролике, в виде мюли. Мюли — это уникальный совершенно навоз. И на фабрике Мюли-Пинзель почему-то вот из нержавейки почему-то считается, что это можно продавать. 28 тысяч цена этого хлама. Ребята, ну где мозги вообще? Где? Думайте, выбирайте, смотрите. Вот такие вот сайты нам предлагают. Ну, дальше тут нормально идет Дова. Значит, чуть-чуть там есть даже Тиера. Опять-таки Эрбе. Бесполезная. По-моему, тоже в прошлый раз я ее не указал. Эрбе, конечно, это тоже хлам еще тот. С ценами 20 тысяч. Цена ей вот реально никакая вообще. Как и сувенир она не нужна, а как бритва она никакая. С заточкой этой байды вообще никакой. Там, это просто разводилово. И вот этот вот Beerboard продает такие вот, ну, супер классные бритвы. Я, конечно, в шоке. Ну вот здесь Тиер пошел у нас. Тиер нормально. Шаветы, шмаветы. Ну, много написано интересных слов, которые, конечно, можете читать, можете не читать, но, в общем, как-то так. Ну и, собственно, какой вывод можно сделать из этого всего события? Ну, честно, смешного мало, потому что люди смотрят, люди верят. Кстати, говорят, вот по этой книжке, вот картиночка. Вот, люди смотрят, люди верят, ставят лайки, берут на вооружение. Мне очень жаль, на самом деле. И вывод вот сейчас вот буквально несколько секунд будет сам по себе. Мой вывод будет понятен. Все мнение мое об этом ролике. Всем пока. 惠娘，是你吗，惠娘？惠娘，我是惠娘，我是。